Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Если вы испортили брови клиенту во время процедуры, что делать? Можно ли как-то сразу исправить эту ошибку? Сегодня поговорим именно об этом. Я думаю, у каждого мастера была такая ситуация, и у меня тоже она была в самом начале моего пути, когда я что-то перебарщивала, либо же немного шла не так по форме. Вот что делать в таких ситуациях? Многие спрашивают меня и часто пишут мне в директ, как быть, можно ли сразу, допустим, пройтись ремувером, либо прострелять лазером по свежим бровям. И изначально разберем именно это, потому что это самый популярный вопрос. Вообще не рекомендуется сразу работать по травмированной коже, потому что она уже травмирована, есть риск зарубцевания в этих местах. Поэтому обязательно нужно дождаться заживления и через месяц пригласить клиентку на удаление. Чтобы такого не произошло, во время процедуры как можно чаще сажайте своего клиента и проверяйте по симметрии. Тем более, если вы не уверены, что без проверки вы можете сделать идеально точно. Да и вообще все опытные мастера, в том числе и я, постоянно сажают клиентку и проверяют по симметрии. Это как у художников. Глаз замыливается, когда мы сидим в одном положении и смотрим в одну точку. Художники тоже, когда рисуют картину, отходят на расстояние 1,5 метра и оценивают общую картину в целом. Точно так же и с клиентом. Обязательно нужно посадить, отойти на расстояние вытянутой руки и проверить, посмотреть на лицо в целом. Возможно, будут где-то недокрасы и какая-то асимметрия. Это один из самых распространенных случаев. Второе – это когда вы распределили пигмент неравномерно, либо где-то перетемнили, либо сделали очень темную головку или резкий скос. Вот чтобы такого не произошло, мы всегда работаем поэтапно. Можете даже посмотреть мою демонстрацию процедуры, оставлю вот здесь ссылочку, как я работаю прям вот зонально. Сначала начинаю с хвостика, потом крашу уже серединку брови, в самом конце крашу головки. И когда я делаю головки, я всегда встаю над клиентом и смотрю на него в фас, чтобы они были идеально ровные. Вот эта часть больше всего бросается в глаза. И здесь чаще всего допускается ошибка. Даже если у вас взгляд как у орла, и вы очень уверены в себе, что все идет по плану и ровно, все равно можно допустить какую-то ошибку, потому что мы сидим с одной стороны, работаем и вот так вертим голову клиента туда-сюда. Особенно это касается головок бровей, там чаще всего можно буквально миллиметр не дотянуть, и уже вся картина будет совершенно другая, все брови будут казаться просто кривыми. Поэтому обращайте внимание на этот момент, работайте зонально, и когда делаете вторую бровь, всегда сравнивайте с прокрасом первой брови. То есть сначала вы делаете первую, перешли ко второй бровке, кончик прокрасили на второй брови, сравнивайте с первой бровью, докрасили ли вы, довели ли его до того состояния, как первая бровь. Ну и, конечно, чаще протирайте пигмент, чтобы не переборщить. Ну и, наверное, самый главный вопрос, который волнует каждого мастера, и он действительно очень волнительный. Вот вы допустили ошибку, уже назад пути нет, вы не можете это все удалить. Стоит ли говорить клиенту, что вы допустили ошибку? Но, наверное, я скажу прежде всего мое мнение, оно может отличаться от каких-то других. Я считаю, что не стоит говорить клиенту, что «Ой, извините, я вам испортила брови», потому что, во-первых, вам клиент не сможет ничем помочь, он очень сильно расстроится, а он уже к вам пришел, значит, он вам доверяет как мастеру, полагается на ваш профессионализм. И в таких случаях просто стоит подождать, пока сойдут корочки, потому что, возможно, все не так и плохо. Мы сами все знаем, как мастера, что брови совсем становятся другие после заживления. И, может быть, вашу ошибку клиент даже и не заметит. И на это тоже можно рассчитывать. Но если он заметил, и вы просто говорите, что через месяц бровки будут совершенно другие, если вас будет не устраивать, конечно же, мы все доработаем на коррекции и доведем до идеала. Но если вы все же скажете клиенту, что «Ой, извините, я вам тут испортила брови», ну, представляете, да, себя сразу на месте клиента, что будет? Конечно, клиент очень расстроится, разочаруется, он будет всем рассказывать, представляешь, там, а ты мне посоветовала этого мастера, он мне испортил все брови, как мне дальше жить? И он уже не будет ждать заживления, он будет на негативе, и вряд ли вы ему сможете чем-то помочь, потому что изначально он себя запрограммирует на то, что ему все испортили, уже назад пути нет, надо удалять, либо, я не знаю, идти в суд, писать заявление. Ну, в общем,
решать вам, но я вам сказала свое мнение. Конечно, если вы понимаете, что причина в вас и вы допустили ошибку, надо по максимуму наладить контакт с этим клиентом, расположить его, чтобы не было никакого негатива в дальнейшем. Вы с ним поддерживаете связь в процессе всего заживления, и если уже в итоге через месяц действительно прям вы допустили грубую ошибку, вы приглашаете клиента на ту же бесплатную коррекцию, обещаете, что все доработаете. Там уже, конечно, нужно смотреть по итогу, как зажило. Если поддается коррекция исправления, конечно, можно откорректировать бесплатно, чтобы клиент у вас ушел довольный. Либо, если вы прям очень сильно забили или вообще никак не исправить вашу ошибку, отправляете клиента на удаление, удаляете сами, либо там отправляете его в студию, если у вас нет методов удаления. Но обязательно нужно минимизировать какой-то негатив с клиентами, потому что мы сами знаем, сарафанное радио, особенно негативное сарафанное радио, очень быстро разносится. Но если же все-таки вы пришли к тому, что будете удалять, обязательно нужно выбрать правильный метод удаления. Но вы должны знать, на каких пигментах вы проводили процедуру. Если это гибридные пигменты, либо органические, и вы решите удалить брови лазером и простреляете на большой мощности, либо очень близко, то брови станут дико рыжего цвета. Вот правда, в практике у меня тоже такое было, когда я только начинала, и моей клиентке не понравилась форма, мы решили ее удалить, и я не знала, что они уходят в такой оранж. Я простреляла лазером, и клиентка ушла от меня на еще большем негативе, потому что из каких-то коричнево-серых бровей у нее стали они дико апельсиновые. Она мне сказала: о боже, я думала, вы мне поможете, а сделали еще хуже. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Если у вас органика либо гибрид, и вы хотите все-таки лазером удалить, либо сделать цветокоррекцию, либо, например, у вас сероватые бровки зажили, вы хотите сделать их покоричневее, вы просто на супер минимальной мощности это все делаете и на большом расстоянии. Тогда это уже называется не лазерное удаление, а лазерная цветокоррекция. Мы тоже практикуем у себя в студии такой метод. И даже спустя время, вот клиент ходит там год-полтора-два, все равно гибриды и органика имеют свойство немножко сереть со временем, ну это как бы факт, все это знают. Тогда вы просто делаете бесплатную цветокоррекцию на минимальной мощности, и бровки становятся чуть теплее, но ни в коем случае не апельсинового цвета. Если вы же работаете на минералах, такой проблемы абсолютно не бывает, они очень быстро уходят и светлеют. Это, наверное, один из самых таких жирных плюсов минеральных пигментов. Если вы не знаете, какой пигмент у вас и на чем вы работаете, вы можете прочитать на этикетке. Основная составляющая в органических и гибридных пигментах – это карбон блэк. Именно он дает со временем вот эту серость и, возможно, голубизну, но если вы его уложите очень плотно. Вообще такими пигментами ни в коем случае нельзя плотно и как-то грубо работать. Ими нужно работать очень поверхностно и легко. Если же у вас минеральные пигментами, вот их как раз таки нужно укладывать как можно плотнее, потому что они заживают очень светло, большая цветопотеря при заживлении. И основная составляющая минеральных пигментов – это оксид железа. Как раз прочитайте этикеточки и можете написать в комментариях, какие пигменты именно у вас. Ну что, я надеюсь, мы разобрали самые такие наболевшие боли, ошибки. И надеюсь, вам понравился этот выпуск. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а если вы досмотрели это видео до конца и подписались на мой канал, ваши брови никогда не будут синими. Пока!